Всем привет! Сегодня приготовим 5 разных завтраков на каждый день. Все они вкусные и готовятся несложно. Первым приготовим быстрый завтрак на сковороде, очень легкий и вкусный. Сначала подготовим все ингредиенты. Берем половину помидора и нарезаем его пластинками. Получившиеся пластинки режем кубиками. Измельчаем небольшой пучок укропа. По желанию можно использовать и другую зелень, например, петрушку или зеленый лук. 30 грамм сыра трем на крупной терке. В мисочку разбиваем 2 яйца. Немного их солим и взбиваем вилкой. На горячую сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанные помидоры. Обжариваем их 2-3 минуты до мягкости, периодически перемешивая. На обжаренные помидоры выливаем взбитые яйца. Сразу же, пока яйца еще жидкие, сверху кладем кружочек лаваша. Прижимаем его немного к яйцам. Сковороду накрываем крышкой и готовим на маленьком огне. Спустя 2 минуты, когда яйца приготовятся, переворачиваем лаваш с яйцом на другую сторону. Сверху все посыпаем тертым сыром и укропом. Лаваш с яйцами складываем пополам. Накрываем крышкой и готовим еще примерно 1 минуту, чтобы расплавился сыр. Готовый завтрак сразу же подаем на стол. Завтрак из яиц, лаваша и помидоров получился очень вкусным и сытным. Легкую кислинку и сочность ему придают помидоры. Обязательно приготовьте такой завтрак, это очень вкусно и просто. Следующим приготовим завтрак из яиц. Он очень вкусный, сытный и необычный. Вкуснейшая хрустящая корочка, жареный бекон, нежнейший мякиш и вытекающий желток. Это блюдо никого не оставит равнодушным. Сначала подготовим ингредиенты. 100 грамм свиной грудинки нарезаем небольшими кусочками. Кладем их на разогретую сковороду. Обжариваем до золотистой корочки с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону. Обжаренные кусочки грудинки снимаем со сковороды. Длинный багет разрезаем на кусочки шириной примерно 5-7 см. У каждого кусочка вырезаем часть мякиша по центру. На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла и выставляем кусочки багета. В каждую серединку багета аккуратно разбиваем по одному яйцу. Сверху яйца немного солим и перчим черным молотым перцем. Сковороду накрываем крышкой и готовим на небольшом огне примерно 3-4 минуты. Спустя 4 минуты каждый кусочек багета вместе с яйцом переворачиваем на другую сторону. Опять накрываем сковороду крышкой и готовим еще 2-3 минуты. Готовые яйца переставляем на тарелку. Сверху кладем кусочки бекона и посыпаем зеленым луком или зеленью. Блюдо готово. Необычный завтрак с яйцами и беконом получился очень вкусный и сытный. Готовится просто и недолго. Вкуснейшая хрустящая корочка сверху, нежный мякиш и жидкий желток – это очень аппетитно и невероятно вкусно. Обязательно приготовьте такой завтрак, порадуйте себя и своих близких. Третьим приготовим необыкновенно вкусный и сытный завтрак из яиц с колбасой и хлебом. Сначала подготовим все ингредиенты. 2 кусочка белого хлеба нарезаем кубиками. 100 грамм колбасы тоже нарезаем кубиками. Я взяла ветчину, но можно брать абсолютно любую колбасу, которая есть у вас в холодильнике. 1 помидор режем колечками. 50 грамм сыра трем на крупной терке. На сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный кубиками хлеб. Жарим хлеб на небольшом огне, периодически перемешивая, примерно 5 минут. Он должен немного подрумяниться.
Сюда же к сухарикам добавляем уже нарезанную колбасу. Все немного обжариваем для вкуса и аромата. Разбиваем 2 яйца. Солим по вкусу и немного взбиваем их вилкой. Взбитыми яйцами заливаем сухарики и колбасу. Сверху выкладываем кружочки помидоров. Помидоры можно заменить кетчупом. Все посыпаем тертым сыром. Сковороду накрываем крышкой и готовим на маленьком огне примерно 4 минуты, пока не приготовятся яйца. Завтрак с хлебом и яйцами получился очень вкусным и сытным. Также его можно приготовить и на больше порций, увеличив количество ингредиентов. Четвертое, приготовим овсянку с яблоками и изюмом. Готовится такой завтрак очень быстро и просто. 1 стакан промытой овсянки насыпаем в кастрюлю. Сюда же наливаем 3 стакана воды. Ставим кастрюлю на огонь. После закипания воды варим овсянку 5 минут. Точное время приготовления смотрите на упаковке. Пока готовится каша, готовим остальные ингредиенты. Примерно 80 грамм изюма моем и заливаем кипятком. Оставляем на 3-5 минут. Одно яблоко разрезаем на 4 части и вырезаем сердцевину. Яблоко нарезаем сначала пластинками, а затем пластинки режем кубиками. Каша уже приготовилась, снимаем ее с огня. В кастрюлю добавляем подготовленный изюм, предварительно слив с него воду. И нарезанное яблоко. Все перемешиваем. Каша готова. По желанию в нее можно добавить сахар или мед. Овсяная каша с изюмом и яблоками получилась очень вкусной и сытной. Такую кашу можно разнообразить и другими фруктами или ягодами, например, бананами или малиной. Если в свежесваренную горячую кашу положить замороженные фрукты, то они быстро размерзнутся и каша остынет как раз до нужной температуры. Пятым приготовим очень быстрый завтрак из творога, который готовится буквально за 3 минуты. И это не оговорка, он действительно такой быстрый и к тому же вкусный. 1 столовую ложку изюма моем и заливаем кипятком. Оставляем, а тем временем готовим другие ингредиенты. В миску кладем 100 грамм творога. Насыпаем пол столовой ложки сахара, 1 столовую ложку муки. И сюда же разбиваем 1 яйцо. Все перемешиваем до однородности. Творог можно брать любой жирности. Если любите более сладкое, то сахара можно добавить больше. В подготовленную творожную массу добавляем изюм. Все перемешиваем. Также вместо муки можно насыпать манку, но тогда смеси нужно дать настояться 15 минут. В мисочку наливаем 1 столовую ложку воды. Сюда же кладем подготовленный творог. Массу выравниваем в мисочке. Все ставим в микроволновку и готовим ровно 3 минуты на мощности 800 Вт. Готовый завтрак перекладываем в тарелку. Сверху по желанию украшаем изюмом и подаем на стол. Завтрак за 3 минуты из творога получился очень вкусным и питательным. Готовится быстро и просто. Такой завтрак можно приготовить не только с изюмом, но и с курагой, черносливом или ягодами. А также его можно готовить с какао, вареньем или цукатами. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно и быстро. Если вам понравились такие рецепты завтраков, то обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.